Здравствуйте, уважаемые коллеги! Опять мы возвращаемся к новинкам, которые пришли в наши магазины. Ну, я не могу сказать, что это уж прямо такая уж горячая новинка, но тем не менее у нас в наших магазинах эта модель была, она была сразу же у нас продана. И вот мы решили восполнить этот пробел. Вот это у нас компания Менк выпустила под индексом 001 в 32 масштабе модель Мессершмитта Ме-163 Комета. Машина сама по себе очень известная, очень интересная. Что хочется сказать? Ну, концептуально интересный был подход. Это был ракетный перехватчик. У него был очень интересный ракетки жидкостный двигатель. Значит, путем смешивания веществ внутри происходил запуск двигателя. Очень была сложная капризная смесь рабочая, которая подавалась в компрессор и потом, естественно, поджигалась, выходила, давала тягу. Очень много были там трубки, утечки были. Значит, тем не менее, всего было сделано таких вот ракетных перехватчиков 470 штук. Первый полет состоялся в 1941 году, а первый боевой вылет был где-то 14 мая 1944 года. Значит, все данные истребители были собраны в 400-ю эскадру под руководством капитана Роберта Олейника. Ну, по разным данным говорят, что они сбили 16 при потере 11 собственных машин. Другие данные говорят, что они сбили 11 при потере своих 9 машин. Значит, концептуально самолет взлетал с вот такого как бы колесного шасси. Очень быстро набирал высоту. Потолок у него максимальный был 12 тысяч метров. Заходил на цель. Расстреливал эту цель из корневых пушек. На первых 47 прототипах это были пушки 20-миллиметровые, знаменитые МГ-151-20. А потом уже по последующим были уже 30-миллиметровые пушки. Заходил на цель, атаковал ее, полностью вырабатывал топливо и в свободном планировании, вот такими небольшой глиссаде, спускался вниз, заходил на посадку и садился. Самолет садился на выходящую лыжу. Вот. Самолет был оснащен катапультированным креслом. Были даже случаи первого катапультирования с данных машин. Ну и также были моменты, когда топливо полностью не вырабатывалось, оставалась остаточная вот эта вот, так сказать, взвесь топлива в камере сгорания. При ударе машины о землю она могла детонировать. То есть были случаи, когда машины взрывались и пилоты сгорали. На всякий случай таких, по-моему, 4 подтвержденных случая есть. Но тем не менее, вот такая вот машина войны интересная. Вот, компания Менк выпустила его под индексом, я уже сказал, 001. Уже прошло достаточное времени. Все ждут, когда будет 002, но пока нету. Ну, все надеялись, что будет еще и 003 и дальше. Но пока вот это вот 001. Вот. Ну, заглянем в коробку, посмотрим, что внутри. Вот такая вот коробочка. Очень красочный бокс-арт, который показывает 163-й. Только что, видно, он заходил и атаковал воздушную крепость. Американский бомбардировщик Б-17. Здесь у нас изображен самый знаменитый, который везде на всех боковиках рисует, этот под номером 13 бортовым. Он также изображен здесь. Ну, здесь вот он изображен в разобранном виде, потому что у него посередине за крылом у него был технологический специальный такой разрез, который позволял делить заднюю часть фюзеляжа и спокойно добраться до непосредственно самого двигателя. Значит, сразу хочу сказать, что реальных конкурентов у этой модели нету, потому что единственный Ме-163, который выпускали в 32 масштабе, выпускала компания Хасигава. Но этой отливки более 50 лет, это вообще просто, вот, грубо говоря, скорлупа. На нее куча есть дополнительных наборов, но в таком качестве, как вот выпускает Менк, я думаю, что конкурентов у нее не будет. Вот. Значит, здесь у нас элементы непосредственно фюзеляжа. Вот рама фонаря, задняя часть, носовая часть.
предкрылки, ну и, так сказать, вентилятор. Вот такие вот у него крылья. Здесь отсеки вооружения, я думаю, что их можно доработать, показать, но это вот тормозные щитки, те, которые используются при посадке. Я так понимаю, что они отклонялись вниз, ну и уменьшали посадочную скорость непосредственно самого истребителя при посадке. Вот здесь у нас идут элементы, это у нас фюзеляж, кабина, вот непосредственно пушки данные, электрозапалы, потому что у них был спуск электрический, то есть у немцев немножко по-другому приборная доска дана со шкалами приборов, поэтому можно окрасить таким образом. Здесь также дана вот такая вот деревянная, так как вот я уже говорил, что можно сделать самолет при техническом обслуживании, отодвинув ему заднюю часть. И задняя часть ставилась вот на такую деревянную колодку, и она здесь даже уже дана. Естественно, нужно ее при сборке окрасить в какой-нибудь деревянный цвет, ну и либо технический цвет, который использовали. Так, это у нас вот непосредственно тоже элементы фюзеляжа, также боезапас 37-мм пушкам, зализы крыла, вот непосредственно сам двигатель, вот он. Это у нас осевые турбокомпрессоры, усилительные пластины, ну и также турбопроводы, которые там очень хорошо видны, они все здесь очень хорошо и четко показаны. Здесь у нас дана непосредственно та самая лыжа, на которую выходила перед посадкой, она вот с такими демпферами выходила. Вот также здесь дана та самая тележка с колесами. Колеса даны у нас вот это вот, ну это стандартные колеса, которые используются компанией Мессершмитт. Здесь даны резины, даны вот такие вот пневматики, даны втулки, также дан хвостовой пневматик. Вот его диск колеса, а эти диски относятся непосредственно к нему. То есть здесь это на выбор моделиста, то есть можно его делать на лыжи, можно делать его вот в предстартовом положении. Вот такое вот дано остекление. Вот такой замечательный фонарь. Здесь есть форточка. Ну вот фонарь, вот, на мой взгляд, его нужно обязательно все-таки полирнуть и искупать в средстве типа футура. Потому что даже находясь в пакетике, имея очень большую площадь, он все-таки чуть-чуть, даже не поврежден, но он так немножко поцарапан, совсем чуть-чуть. Также компания Mavic традиционно дает фотоотравление. Оно, честно скажу, такое толстовато, такое дубоватое, но я думаю, что это лучше, чем ничего. Здесь даны привязные ремни, отклоняемые щитки и элементы кабины. Непосредственно вот приборная доска. То есть можно все это аккуратно покрасить. Вот. И потом уже установить на окрашенной модели. Хотя здесь, сейчас, секундочку. Здесь даже сделано вот таким вот образом. Вот я немножко перескочил. Как многие продвинутые фирмы делают сейчас, в данный момент. Здесь в декале даны, сейчас я вам покажу, шкалы приборов. Вот они. То есть их нужно вот это вот покрасить. Доску, которая приборная дается в наборе, надо сточить на 0. Аккуратно приклеить окрашенные вот эти части и туда вот перевести вот эти декальки внутрь. И будет вам приборная доска очень похожая как настоящая. Вот, значит, на декале даны, естественно, и немецкие опознавательные знаки, и также британские, потому что комета активно использовалась при испытательных оценочных полетах непосредственно англичанами в Боском Даунде. Летчики ее облетывали. Вот. Также несколько комет были переданы американцами, они тоже испытывали. Ну и две кометы, одна из них двухместная, попала к нам в Центральный аэродинамический институт ЦАГИ. Вот. И она, значит, непосредственно тоже испытывалась нашими летчиками, опять же, для оценочных испытаний. Вот. Значит, здесь у нас дается вот такая вот инструкция. Она традиционно для Менга дается вот такой вот книжкой. Опять же, здесь можно найти до более знакомый русский язык. Вот. Здесь все очень много подробно написано. Историческая справка дана. Ну и дальше уже пошла непосредственно сборка модели. Вот. Поэтапно, все аккуратно показано, все очень добротно.
Вот. И единственное, что мы не остановили, это окраска. Ну вот это традиционный. Он был у нас в зеленом, темно-зеленом камуфляже. Также вот непосредственно тот прототип, который испытывался англичанами, уже с английскими опознавательными знаками. И также еще был вот такой вот красненький. Судя по вот таким обозначениям, это у нас идет, так обозначались прототипы, предсерийные машины. Они несли бортовой код, черная смываемая краска. При приходе в части эта краска смывалась и наносились уже непосредственно коды подразделений, также номерные знаки и так далее. Ну и знаменитый 13 номер, который изображен на коробке. Вот, собственно, все, что есть в данной коробке, в данной модели. Вот, уважаемые коллеги, осмотрели мы, ну, не могу сказать, что уж горячую новинку, но тем не менее, вот такой вот интересная модель интересного самолета. 32 масштаб. Компания МЭН, которая выпускала танки. И вот такая вот модель в 32 масштабе. Выполнена на очень высоком добротном уровне, хорошая проработка деталей. Еще раз говорю, что конкурентов у этой модели нету. Единственный, кто выпускал Ми-163 комету в 32 масштабе, была компания Хасигава. Но там очень старая древняя отливка, которой где-то, ну, порядка, если я не, может быть, ошибусь, но не меньше 40 лет той отливки точно. Вот. И, конечно, по уровню деталировки и составным частям, и тем деталям, которые находятся здесь, она очень сильно уступает. Поэтому рекомендую в высшей степени. Сам собираю 32-й. Такая модель у меня уже, честно скажу, прикуплена. Как-нибудь буду собирать. Будет собрана, поделюсь внешним видом. Ну и также расскажу о тех нюансах, которые могут вас подстеречь при сборке данной модели. Так что ждем вас в наших магазинах. Приезжайте, покупайте, собирайте, ставьте на свою полочку, добавляйте модели в ваши коллекции. Это был Мир модели. Меня зовут Павел. До новых встреч. Thank you.